Уважаемый господин президент, дорогой Эммануэль, я очень рад тебя видеть. Мы не встречались уже 2 года. И, конечно, накопилось очень много вопросов, которые можно и нужно обсуждать в таком прямом формате, но все-таки за эти годы наши контакты никогда не прерывались. Мы в постоянном контакте. Более того, объем товарооборота, несмотря даже на пандемию, подрос. Если в пандемийный период он упал на 15%, то за 11 месяцев прошлого года вырос более чем на 70% и достиг до пандемийного уровня, даже чуть-чуть, по-моему, превысил. В политической сфере тоже работают наши коллеги достаточно уверенно и по линии Министерств иностранных дел. И вот даже совсем недавно состоялась встреча 2+2, министра обороны и министра иностранных дел. В гуманитарной сфере тоже отношения развиваются. У нас прошли мероприятия, связанные с региональным сотрудничеством. Более 150 мероприятий проведено. Это, безусловно, создает такую хорошую атмосферу для того, чтобы налаживать отношения в целом между двумя странами. Что особо хотел подчеркнуть? Я, конечно, понимаю, у нас общая озабоченность по поводу того, что происходит в сфере безопасности в Европе. И я хочу поблагодарить тебя за то, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по этому направлению. Это было с самого начала наших новейших отношений. И символично, что мы встречаемся именно сегодня, потому что ровно 30 лет назад был подписан основополагающий документ, договор об особых отношениях между Россией и Францией. Мне нужно сказать, что за все эти годы, как я только что сказал, Франция принимает самое активное участие в решении фундаментальных вопросов европейской безопасности. Это делали и твои предшественники. Это касалось кризиса, который возник после нападения Грузии на Южную Осетию. Это касалось выработки минских договоренностей и потом организации нормандского формата. Ну и я вижу, сколько усилий действующего руководства Франции и лично президент Франции предпринимает для того, чтобы разрешить кризис, связанный с обеспечением равной безопасности в Европе на серьезную историческую перспективу и решение вопросов, которые тесно связаны с первой частью, а именно с разрешением внутриукраинского кризиса на юго-востоке страны. Мы по телефону достаточно подробно обсуждали все эти вопросы. Знаю, что у тебя есть свои соображения на этот счет. И очень рад возможности встретиться и в таком личном формате все это обсудить. Добро пожаловать. Спасибо большое, господин президент, спасибо большое, Владимир Владимирович. Действительно, этот день, это 30-летие возобновления дипломатических отношений. И я хочу повторить, насколько двусторонние отношения позволило развить много тем. И мы надеемся, у нас много надежд по культуре Академии научных тем. Мы надеемся продолжить трианонский диалог вместе и усилить экономические темы. Ну а также критическая ситуация в Европе, конечно, сегодня нас озабочивает обоих. И наш континент это повторил в критической ситуации, поэтому надо, чтобы мы все вели себя ответственно. Мы поставили базы диалога, открытого, требовательного, полного диалога в 2019 году. Было после этого несколько обмений мнений в Санкт-Петербурге, в Брагансоне и в других местах. И я думаю, что он более актуальный, чем как никогда. Этот диалог, он необходим, потому что это единственное, которое позволяет, мне кажется, настоящую стабильность и безопасность для европейского континента. Поэтому в нынешнем контексте
За последние недели у нас было несколько телефонных разговоров, ты это напомнил, и несмотря на кризис, я смог также обмениваться мнениями с президентом Зеленским, что касается Украины, но также координироваться с многими европейцами и союзниками, будь то это англичане или американцы, и канадцы. Я думаю, что сегодняшний разговор для меня может начать тот путь, по которому мы должны пойти, это дезэскалация. И мы знаем термины, мы знаем политико-военную ситуацию, мы знаем украинский вопрос, о котором ты напомнил, какой он важный, нормандский формат, вопросы безопасности в Беларуси и в регионе, и великие вопросы коллективной безопасности, о котором мы поговорим. Поэтому я рад, что я смогу глубоко обсудить эти все вопросы, и мы сможем начать коллективный полезный ответ для России и для всей Европы. Полезный ответ — это ответ, который позволяет избежать войну, конечно, и построить стабильность, видимость и доверие для всех. Спасибо большое за прием и за время, которое выделяешь.